Ты того недостоин. Тан Хао, конечно, крут. Наваляв золотому крокодилу, он просто развернулся и ушел, забрав Тан Сана и всех мастеров. И это на глазах у 6 жрецов. А что они могли сделать перед такой силой? Только беспомощно смотреть вслед. Все они толпой выходили из крепости, и никто им ничего не мог возразить. Да, на этот раз Тан Хао пощадил золотого крокодила, но при следующей встрече этого не будет. Любой, кто встанет на его пути, будет повержен. Войска Небесной Империи, благодаря клану Чистого Неба, благополучно отступили и эвакуировались. Жертв и потерь было очень много, притом с обеих сторон. Великий мастер был серьезно ранен, но в анонсе мы видим, что ему стало лучше. Тан Сан с его исцеляющими способностями, без сомнения, может поднять своего учителя на ноги. В этой серии себя просто отлично проявил глава Чистого Неба, Тан Сяо. Как он разобрался с 3 жрецами, это было достойно. Он использовал технику абсолютов Чистого Неба, которым ранее он научил Тан Сана. Действительно, техника разрушения, пробития и уничтожения не дали жрецам ни малейшего шанса. 3 против 1, но Тан Сяо взял верх. Пусть он немного уступает Тан Хао, но на своем 97-м ранге он бился с 3 мастерами того же уровня и победил. Война пока что прекратилась, обе империи в это время готовятся к дальнейшему противостоянию. А Тан Сан твердо решил завершить испытание морского бога как можно скорее. Потому что последние события чуть не стали катастрофой для всей Небесной Империи. Если бы клан Чистого Неба хоть немного задержался, последствия были бы крайне трагические. Тан Сану нужно срочно становиться сильнее. Одна из таких возможностей – овладеть сильнейшей техникой Великий Молот Сумеру. Согласно анонсу, Тан Хао наконец передал уникальные знания этой техники Тан Сану. Хотя Тан Хао не был главой клана, его лично обучил этому великий предок Тан Чэнь. Но все-таки, решив передать секретную технику Сану, Тан Хао спросил мнение брата, ведь он был нынешним главой клана. Как Тан Сяо мог отказать? Он тоже от всего сердца хотел, чтобы Тан Сан стал еще сильнее и прославил клан Чистого Неба. Есть одна важная причина, почему Тан Хао решил обучить Сана технике Молота Сумеру именно сейчас. Несомненно, очень важно, что Тан Сан уже стал титулованным в таком молодом возрасте, и у него столько красных колец. А значит, он сможет выдержать и усвоить невероятно сложную технику Великий Молот Сумеру. Но важнее то, что Тан Хао снова был принят в клан Чистого Неба и стал его полноправным членом. Теперь он может принимать полное участие в делах клана. Нынешний Тан Сан на самом деле очень силен. Он смог победить Бибидун 99 ранга. Хотя метод взрыва колец и Великий Молот Сумеру был передан Тан Сану, он еще не может их использовать. Тан Сан поймет больше о значении взрыва колец, когда выследит духовный зверей и наденет следующие кольца на молот. Для этой техники Тан Сану нужен действительно сильный соперник, близкий к уровню бога или даже 100-го ранга. Таким противником станет для него Цянь Ринсюэ. Поэтому скоро мы увидим больше молота Чистого Неба Тан Сана. Увидев раненого Сиагана, Тан Хао и Тан Сяо выразили свои соболезнования. Они просили его не использовать к ним титулов, а называть братьями. Великий мастер очень важный человек для Тан Сана и всей Небесной Империи. В трейлере его раны уже не кажутся такими серьезными, и он пойдет на поправку. Также нам показали, что Цянь Ринсюэ успешно завершила 8-е испытание. Ей было очень тяжело, темная версия постоянно толкала ее поступить плохо. И вот, как мы видим, она своими руками пронзила мечом Цянь Даолю. Цянь Ринсюэ очень грустила, она ведь не хотела вредить дедушке, но, видимо, стремление стать богиней-ангелом было сильнее. Но с другой стороны, в предстоящем 9-м испытании Цянь Даолю все равно придется принести себя в жертву, поэтому его судьба была обречена с самого начала. Кстати, то же самое ждет босса Си, и это немного печально. Очевидно, Цянь Даолю не стал бы винить Цянь Ринсюэ, и он даже был доволен ее решением. Почему? Для него целью номер 1 было помочь своей внучке унаследовать положение ангельского бога, и он готов к такой жертве. Цянь Ринсюэ уже вот-вот приступит к 9-му испытанию. Тан Сану нужно поторопиться с его 8-м испытанием. Необходимо собрать все кольца на молот и найти еще одну духовную кость. Как раз этим он займется в дальнейшем. Большое спасибо за просмотр. Напишите, хотите ли вы чаще видеть в деле молот Чистого Неба Тан Сана с техникой Великого Молота Сумеру. Подписывайтесь на канал и всем пока.